Всем привет с юга Японии, с вами Тори-чан. У нас уже середина ноября, но я только сейчас решила сделать видео об осени в Японии, потому что никак осеннее настроение не наступало. Несмотря на то, что это уже последний месяц осени, у нас очень тепло, примерно плюс 20 на улице днем сейчас и плюс 15 ночью. Из-за этого многие осенние вещи, которые мы ожидаем от этого сезона, сдвинулись на несколько недель. Но я не жалуюсь, погода великолепная, поэтому сегодня я покажу вам, как же мы живем осенью в этом регионе Японии. Поехали! Какая же красивая японская деревушечка. Ни души, только горы и речка. Наверное, одно из самых главных событий осенью для японцев – это сбор урожая. Особенно для тех, кто живет не в городе, а вот так вот в деревне. И недавно я ездила к нашему знакомому фермеру недалеко от Фукуоки в небольшую деревню помогать ему собирать рис, потому что рис – это одна из основных вещей, которые японцы выращивают. Кто-то выращивает только для себя рис, а кто-то немножко больше, чтобы можно было его еще и продавать. И это было очень интересно, поэтому идемте со мной. Ну что, сейчас мы будем ехать на поле рисовое. Наш знакомый японец по имени Такаки 5 лет назад бросил все и переехал из города в деревню, чтобы стать фермером. Его рисовые поля находятся на склоне гор, и добираться туда – отдельное приключение не для слабонервных. Мы живые, мы добрались до полей Такаки-сана, и сейчас он покажет нам, как обычно в Японии собирают рисовый урожай. Эта деревушка находится между гор, и здесь не самые лучшие условия для фермерства из-за малого количества солнца, а также разных паразитов, как кабаны и обезьяны. Но люди нашли выход, сделав ступенчатые рисовые плантации прямо на склоне горы. Все поля здесь принадлежат жителям деревни, а рис в основном выращивают для себя. ヘビとかいるんですか？ヘビはいないか。まあほぼ大丈夫やけどたまにマムシが起きる。Попробуем традиционный способ, как обычно рис раньше срезали. О. Если все вот этой штукой срезать, то это может занять вечность. Поэтому, к счастью, сейчас есть разные приспособления и машины, роботы, которые помогают делать работу за вас. Сезон сбора урожая начинается в сентябре и может длиться до ноября в зависимости от региона. В Японии, наверное, нет деревни, где бы не выращивали рис. Каждая префектура имеет свой особенный сорт, который отличается размером, текстурой и даже вкусом. На этой ферме Такаки-сан выращивает не улучшенный рис, а старинный сорт, который не такой сладкий и не дает так много зерен, как модифицированный сорт риса. Для сбора урожая Такаки-сан использует не комбайн, как обычно в наше время, а что-то похожее на газонокосилку. Это, конечно, упрощает процесс, чем если просто все вручную срезать, но все равно это очень тяжелая работа. Сейчас Такаки-сан вот так вот изготавливает специальную подставку из бамбука, на которой можно будет потом сушить рис. И это японский традиционный способ, который сейчас уже редко встречается, потому что это все-таки очень трудно именно таким способом натурально на солнце высушивать рис. И чаще высушивают уже в специальных сушилках для риса. Но люди, кто занимается выращиванием риса, говорят, что так намного вкуснее получается, потому что рис впитывает в себя солнечные лучи. И, в принципе, это более натуральный и традиционный способ. Поэтому очень здорово, что такие молодые фермеры, как Такаки-сан, все еще пытаются поддерживать эту традицию и вот так вот использовать старые японские традиционные методы.
В этой деревушке в основном живут пожилые японцы, которые занимались фермерством всю свою жизнь. А такие молодые люди, как Такаки-сан, настоящая редкость, поэтому бабули и дедули с удовольствием учат его традиционному земледелию. Работы здесь, конечно, немало, и это только часть рисовых плантаций Такаки-сана. これどのぐらい後で乾燥させるんですか？まあ2週、10日から2週間、まあ、 2週間。日の降り具合とかにも。За 4 часа впятером мы смогли осилить только половину одного такого рисового поля. Теперь я буду думать об этом каждый раз, когда я ем рис, насколько же это тяжелая работа, и эта работа явно не для одного человека. Такаки-сан, はなんでこの方法で米を干そうと思ったんですか？やっぱ美味しくなるからですね、一番は。やっぱ違いがあるんですか？はい。違いがあります。まあこの要は普通はこの状態で刈るともみの状態で乾燥機にかけるんですけど、これでこう干すと、要はまだこの葉っぱが持ってる、この稲が持ってる養分を米のこの稲の場合は最後までこいつに送り届けるんですよ。持ってるだけ全部。なるほど。でさっき言ったみたいに雨が降るとこの藁の香りが染みたりとか。米作る中で一番難しいのは何ですか？水管理ですね。ああ。水の管理ですね。あとはもうギャンブルみたいなもんなんで、もう天気による。天気とかイノシシが入るか入らんかとか、虫が食うか食わないかとか。結構イノシシいるんですか、この辺り？イノシシはもう村の人口より多いです。Вот столько риса мы за сегодня срезали и повесили сушиться. И на одной вот такой плантации растет примерно 400 килограмм риса. И говорят, что японцы в среднем в год съедают в районе 60 килограмм риса. Да, японцы обожают рис и едят его довольно часто. Поэтому 400 килограмм это довольно много, хватает не только на одну семью, но и чтобы можно было рис делиться или даже продавать. Но это очень тяжелая работа. Мы сегодня немного попробовали, и я уже вся вспотела. К середине ноября уже почти полностью закончили собирать рис, и поля выглядят вот так в японской деревне. Вот так выглядят поля риса после сбора в середине ноября. Вы спросите, почему они такие зеленые? Это не потому, что их еще раз высадили, а потому что просто рис остается и частично еще раз прорастает. Но этот рис уже не используют, его убирают, заливают поля полностью водой и высаживают рис в воду. Кроме риса, японцы в своих огородах также выращивают разные овощи, например, капуста, стручки бамия, окра, картошка и редиска дайкон, а также очень много лука. У нас здесь целые плантации обычного лука и лука-порей, потому что это важный ингредиент для японской зимней кухни. Попробовать собрать урожай риса было, безусловно, очень интересно, но знаете, что еще интереснее? Попробовать его на вкус. Я купила у Такаки-сан несколько килограмм риса, которые мы собрали, поэтому давайте поедем домой и приготовим из него что-нибудь. Но перед этим давайте поедем на местный фермерский рынок и купим осенние овощи. Это все стоило примерно 7500 йен, это где-то 50-60 долларов, смотря какой курс будет на момент, когда вы смотрите это видео. И я купила бури, это местная рыба, толстохвостик вроде называется, куриное мясо, также местные водоросли, морковка, несколько видов грибов, тофу, обжаренный тофу, несколько брокколи, также зеленый салат. Васабина – это японское растение, немножко такое остренькое. Дайкон – редиска. Хоринсу – это японский шпинат.
томаты нира, это что-то вроде молодого чеснока, местные мандарины, сейчас уже начинается сезон, яйца, а также цветы. Осень – это также сезон хурмы, и у нас как раз растет большое дерево в нашем саду. И раньше я не понимала, почему японцы не собирают урожай из деревьев хурмы, которая растет у них в огороде. Сейчас я начала немного это понимать. Это очень время затратно собирать урожай, особенно понимая, что в магазине продается очень дешево хурма, очень сладкая. Так, которая растет обычно в огородах, она не настолько вкусная, как та, которую можно купить. Но я все равно хочу ее попробовать. Не только я, но и разные другие птички обожают хурму. Как видите, ее уже немного подъели, но все еще осталась вот такая зрелая, красивая, целенькая хурма. Ее сорвем. Немножко подъели все-таки ее. Это рис, который я собирала в октябре, и потом, так как я сам высушивал и очищал, я у него купила полностью очищенный рис, который обычно белый, и также неочищенный рис, который коричневый на цвет. Мы называем его генмай, и он считается более полезным, поэтому мы обычно смешиваем белый рис и неочищенный рис. Нам такого риса хватит, наверное, на полгода, может быть, даже меньше. Главное отличие от обычного риса из магазина, которое я сразу заметила, это размер рисинок. Этот домашний рис мельче, чем покупной, скорее всего, потому что Такаки-сан не использует удобрения. Также интересный факт, раньше обычные фермеры ели только нешлифованный рис, а белый рис был едой богачей. А когда белый рис стал доступен и обычным крестьянам, многие начали болеть из-за недостатка полезных веществ, потому что нешлифованный рис раньше был основным источником витаминов. И когда я услышала эту историю, мы решили перейти на смесь белого риса и нешлифованного риса, потому что нешлифованный рис довольно трудно использовать только сам по себе. Сегодня на обед мы решили приготовить традиционный набор из онигири из домашнего риса, мисо-супа и японского омлета. Изами в последнее время настоящий омлетный мастер. Кстати, у нас есть отдельное видео, где он показывает, как правильно готовить японский омлет. Попробуем, какая на вкус наша хурма. Немножко страшновато, как сказал Изами. Обычная хурма, как будто ее купили в магазине на вкус, очень сладкая. Японская хурма не вяжет чаще всего и не мягкая, она слегка такая твердоватая, даже если она уже полностью созрела. И, конечно же, когда мы говорим об осени в Японии, нельзя не упомянуть момиджи, японский клен, который очень красиво краснеет. И сейчас я приехала в гору под названием Райзан, которая находится здесь, в префектуре Фукуока. И сзади меня уже немного видно момиджи. В центре города Фукуока все еще не чувствуется осень, даже в середине ноября. Но здесь уже, как видите, постепенно начинают краснеть деревья, потому что в горах, конечно же, прохладнее. Название горы Райзан дословно переводится как «гора грозы», и на ее вершине находится одноименный буддийский храм, лучшее время для посещения которого – это середина и конец ноября, когда гора горит красными и оранжевыми красками. Этот храм, наверное, один из моих самых любимых храмов здесь, в Фукуоке. Жалко, что он находится внутри гор, поэтому добраться до него не очень просто. Но если у вас будет такая возможность, очень советую. Здесь невероятно красиво. Горные пейзажи. Мужчины с прессом. Если вы идете в японский храм, то нужно быть готовыми
к лестницам. Обычно их очень много везде, но даже бабушки спокойно забираются. Здесь также можно вот так вот купить благовоние и свечку поставить. Кидаете сюда монетку и берете себе. Если вы будете в Японии, вы, скорее всего, увидите в разных местах вот такое существо. Это тануки, японское божество или йокай. Он много где стоит, и думаю, не все могли заметить, что у него вот это не ноги, а это его яйца. Да, у японцев вот такая фантазия бурная, что тануки — это такой енот, который летает на своих же яйцах, потому что у него они огромные. И не только он там рыбу ими ловит. Не знаю, кто до такого додумался. И нет точной причины, почему его ставят в разных местах, но говорят, что он символизирует путешествие, проказничество, веселье, потому что он такой вот путешествует на своем самолете личном. Такие места меня просто замораживают, поэтому прогуляюсь немного с вами без слов. Здесь тоже, конечно же, нужно снимать обувь. Часто меня спрашивают, есть ли какая-то одежда специальная, которую нужно в храмы надевать, но нет ограничений, насколько я знаю. Единственное, что нужно носки желательно, ну и, конечно же, слишком открытая одежда, вроде шорт или там топиков. Внутрь храма тоже стоит зайти ради невероятного вида на сад, спокойной атмосферы, а также огромного дерева момиджи, японского клена, которому более 400 лет. В это время оно красного-алого цвета. Размер, конечно, на камеру не передается, но оно огромное. Снова лестницы. Я же говорила, что нужно быть готовыми. Храм построен словно на скале. Даже не словно, а он на скале построен. И разделен на несколько частей. Сейчас я иду во вторую часть, где проводят разные церемонии буддистские. Как раз сейчас слышно. С тех пор, как мы переехали в Фукуоку, такие небольшие поездки на природу стали частью нашей ежедневной жизни. Вечером мы отправились в морскую часть города, на остров Шиканошима, который связан мостом с городом, поэтому сюда можно добраться как на пароме, так и на машине. Жизнь на японских островах – это отдельная тема, но во время таких поездок можно одним глазом подглядеть, как же выглядит островная жизнь японцев. Летом в Фукуоке очень жарко, но, к счастью, у нас также есть фестивали осенью, когда уже не настолько жарко и можно наконец-то ими насладиться по полной. Поэтому сегодня мы приехали на остров Шиканошима, недалеко от Фукуоки, где проходит фестиваль фонариков. Идемте с нами. Очень маленький локальный фестиваль, но такие фестивали самые веселые.
Это называется тайрёхата, как мне Изами только что объяснил, когда много рыбы словили, вот так вот флагом махают. Но, может быть, это неправда. Я потом почитаю. Красиво! Мы сейчас идем внутрь храма. Храм называется Шка... Что-то связанное с оленями. Обычно такие храмы закрываются где-то в 5 вечера, но сегодня, поскольку фестиваль, храм открыт даже ночью и совершенно по-другому выглядит все. Иногда бывает лучше не понимать японский язык. Все смотрится очень красиво и атмосферно, но начинаешь читать, и это все названия разных фирм, которые спонсоры этого фестиваля, которые заплатили деньги, чтобы их имя было написано на вот таких вот фонариках. Так что смотрится красиво, какие-то японские иероглифы, пока не начинаешь все это читать. И какой же осенний влог без Supermoon, огромной полной луны, которая в Японии символизирует осенний период. Отличное завершение сегодняшнего дня. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Жду ваших комментариев, лайков, подписок и поддержки канала. Увидимся еще. Всем пока!